данном видео расскажу про Kodi. Kodi — это бесплатный кроссплатформенный медиаплеер. Он позволяет управлять видеофайлами, фотографиями и музыкой, находящимся на компьютере, оптическом диске, в интернете или в локальной сети. Также может управляться при помощи пульта дистанционного управления. Является альтернативой Android TV. Поддерживает пользовательские плагины и темы оформления. Kodi доступен в стандартных репозиториях Ubuntu и Debian по умолчанию и устанавливается следующей командой. После установки я запущу Kodi. Здесь он предлагает установить плагин Spectrum. Данный плагин показывает вращающийся 3D-анализатор спектра, который движется в такт музыки. Устанавливать или нет данный плагин на ваше усмотрение, я же установлю. Соответственно, слева отображается контент, такой как фильмы, сериалы, музыка и прочее. И для каждого типа контента необходимо добавить папку. Например, добавлю папку с фильмами. Также вышло уведомление, что установлена не самая последняя версия. Для удобства создам папку медиа. А в ней папку видео. И выберу данную папку. Теперь изменю язык интерфейса Kodi. Для этого перейду в настройки, интерфейс, региональные настройки и выберу русский язык. Также создам папки для музыкальных файлов и для изображений. Также заполню данные папки файлами. Теперь добавлю папку изображения в Kodi. И, как можно увидеть, изображения отображаются. И их можно полистать. То же самое сделаю с папкой видео. Видео появилось, его можно проигрывать. И с папкой музыка.
Также медиафайлы можно воспроизводить и на других устройствах, которые находятся в той же локальной сети. Для этого необходимо перейти в настройки, службы, UPnP DLNA и включить поддержку UPnP, а также включить доступ к медиатеке. Теперь на смартфоне установлю проигрыватель VLC. Перейду на вкладку «Обзор», и на вкладке «Локальная сеть» появится сервер Kodi. Здесь музыкальные файлы почему-то не отобразились. А вот мое видео доступно, и теперь его можно смотреть на смартфоне. Далее расскажу про дополнение. Изначально доступно множество дополнений, которые расширяют функционал Kodi. Например, установлю YouTube. Устанавливаю региональные настройки. И попробуй найти какое-либо видео. Соответственно, для того, чтобы смотреть YouTube, необходимо авторизоваться. Также дополнение можно установить из репозитория. Либо из zip файла. При этом выйдет уведомление о том, что в целях безопасности установка дополнения из неизвестных источников отключена. Для того, чтобы ее включить, нужно перейти в настройки и включить неизвестные источники. Соответственно, выходит уведомление о том, что вы соглашаетесь и несете полную ответственность за любую потерю данных, нежелательное поведение или повреждение устройства. А также уведомление о том, что дополнение необходимо будет обновлять вручную. Ну и далее необходимо выбрать дополнение на компьютере. Также управлять Kodi можно при помощи смартфона. Он будет использоваться как пульт. Для этого необходимо скачать приложение Core. Устанавливаю его и запускаю. Нажимаю «Далее», и происходит поиск медиацентров в локальной сети. В моем случае приложение не нашло ни одного медиацентра. И если кликнуть по ссылке, то откроется документ, в котором написано то, что необходимо произвести определенные настройки в Kodi. Перехожу в Kodi, захожу в настройки, службы, управление.
и разрешаю удаленное управление по HTTP. И выходит ошибка, то что необходимо указать пароль. Соответственно, можно либо отключить аутентификацию, что не является безопасным, либо указать пароль. Я укажу пароль. И снова попробую включить удаленное управление. На смартфоне нажимаю «Искать снова». И медиацентр нашелся. Выбираю его. Ввожу имя пользователя и пароль. Нажимаю «Проверить». И готово. На главном экране отображается пульт. Также можно переходить в разделы. Здесь в разделах ничего не отображается, но если были реальная музыка и фильмы, то они бы отображались. Но зато можно перейти в файлы и воспроизвести видео. Соответственно, видео воспроизводится на устройстве с Kodi. И им можно управлять с помощью смартфона. Нажму на стоп. Снизу можно переключаться между изображениями, музыкой, сериалами и фильмами. Например, зайду в музыку и выберу музыкальный файл. Также можно управлять просмотром изображений. Перейдя в дополнение, можно запускать дополнения. У приложения доступны следующие настройки. Также можно разбудить устройство, выйти из Kodi, поставить компьютер в ждущий режим, перезагрузить его или выключить. То же самое можно сделать в самом приложении Kodi. На этом разбор медиасервера Kodi завершен. До встречи в следующих видео.